Привет, буду начинать новую торговую сессию. Сейчас у меня на балансе $58. Риск на одну сделку сейчас у меня составляет $2,9. Буду искать точки входа. Так, открыла здесь первую сделку. Тут я увидел, что цена после сильного роста сделала какой-то небольшой откат и, в принципе, начала продолжать дальнейший рост. Но так как мы подошли к уровню сопротивления, от которого не смогли, скажем так, пробить его и пойти дальше, цена несколько раз от него вот делала реакцию вниз, как мне кажется, на этом фоне трейдеры будут попытаются открывать шортовые сделки, типа на продолжение движения вниз. На этом фоне я открыл лонговую позицию, чтобы взять небольшой перехай и если здесь заходят шортисты, то они поставят свои стоп-лоссы за вот этот максимум. Так что будем ждать результата. Так, цена у нас импульсно подходит к моему тейк-профиту. Здесь мы видели, что дальнейший рост не продолжился после отката. Цена начинает постоянно вкатывать. И, как мне кажется, вот в этом накоплении большинство трейдеров заходили в шорт, ставя свои стоп-лоссы за ближайший максимум. Тем самым я заходил против них и поставил свой take profit в то место, где, мне кажется, стоят стопы шортистов. И на фоне этого я и открывал сделку, пока все идет по сценарию, и думаю, закроется буквально в любую секунду каким-то импульсным движением. Так что будем ждать и смотреть, как эта сделочка закроется. Вот, кстати, и происходит это движение. Отлично, шортистов здесь побрили. Я взял свой первый take profit. Так что смотрим дальше. Открыл я вторую сделку. Я здесь увидел, что цена в принципе падает. Сейчас мы находимся более, скажем так, в нисходящем тренде здесь. Но случился очень сильный откат, после которого цена начинает вкатывать. То есть мы видели сильный-сильный рост и начинают первые красные свечи. И на фоне этого, как мне показалось, могут заходить шортисты и пытаться ловить какой-то либо разворот, либо же полноценный откат, но в любом случае движение вниз. На фоне этого я попытаюсь взять какое-то процентное движение вверх на сбор их стоп-лоссов. У нас подходит к тейк-профиту. Закроет ли нас импульсным движением, либо же вкатает. Все же прям перед нами остановилась. И, наверное, я не буду рисковать. Просто закроюсь по данной цене. Немножко не дошли к take профита, но наглеть не будем, поэтому закрываюсь по рынку и беру свой take профит. Я уже когда сидел в сделке, увидел, что по ошибке зашел сюда на больший объем. Поэтому здесь, сам того не видя, я увеличил риск. Тут мы видим, что был резкий импульс вверх, после этого цена остановилась и не откатывалась. В это время мне показалось, что если бы цена действительно хотела бы идти вниз, ну, точнее график реально бы пошел вниз, то были бы какие-то намного больше откаты и все такое. А так как цена вниз не идет и покупатель сдерживает цену, то вполне возможно, что рост вверх продолжится. На фоне этого, как мне показалось, открывали большинство трейдеров позиции в лонг и ставили свои стопы какие-то там процент в полтора. Но, к сожалению, вот здесь движение в процент уже было, вот этот вот нисходящий такое движение. Поэтому часть трейдеров здесь уже закрыли. Но, возможно, так как накопление было довольно-таки долгое, некоторые трейдеры перезаходили здесь в лучшем месте, также открывая позицию в лонг. И после этого было довольно-таки сильное импульсное движение, что указывает, что сила покупателей еще осталась, и трейдеры также могут открывать
лонговые позиции. И поэтому, как мне кажется, здесь довольно-таки неплохое место, чтобы открывать шортовую сделку против большинства. Взять какое-то, наверное, вот сюда движение просто за обновление минимума. Я даже только сейчас заметил, что здесь круглая цифра. Вполне возможно, что нас также заберет здесь по стоп-лоссу, хотя не хотелось бы. А если так, нас закрыло. Увы. Открыл я еще одну сделочку. Но, к сожалению, я только что... Так, открыл я новую сделку. Здесь я увидел, что мы сейчас находимся в восходящем тренде. И, в принципе, здесь большинство трейдеров будут открывать лонг-позиции. На фоне этого мы подошли к уровню поддержки, что дает нам возможность открыть в лонг э, сделку и поставить короткий стоп. Поэтому, как мне кажется, большинство трейдеров здесь будут заходить в лонг. Take Profit мы поставим за новый минимум. Там, где, скорее всего, трейдеры будут прятать свои стоп-лоссы. Вот примерно вот здесь. И эта сделка у нас также закрывается по стоп-лоссу. Я не понял только... Стоп-лосс не сработал или что это было? Стоп-лосс не сработал. У меня висит минус 7 долларов. Пиздец. У меня риск на сделку 2 доллара. Ну, 3 почти. Я не понимаю, почему я до сих пор просто не закрыл ее по рынку. Вот эту сделку. Снова стоп-лосс не сработал. Это уже какой раз за последние торговые сессии. Нано Мелания Бол, хорошо. Так, открыл очередную сделку. В этот раз по монетке Мелания. Я здесь увидел, что цена в принципе сейчас сильно растет. Мы опустилась на некоторый откат. Но как я думаю, что большинство трейдеров будут воспринимать это как только временный откат, и в принципе дальнейшее движение вверх будет продолжаться. На фоне этого я заходил в шорт, потому что тут я почти уверен, что большинство трейдеров заходит в лонги. Поэтому буду держать шортовую позицию. Так, подходит у нас к тейк профиту. Тут, в принципе, все пошло по плану, но в моментике цена подходила высоко и была возле стоп-лосса. Тут меня, конечно, немножко это напрягало, я даже сомневался, возможно, каким-то импульсом меня бы закрыло. Но все же цена потом развернулась и пошла сейчас к тейк-профиту. Отличная прибыльная сделка. Открыл я новую сделку. Тут я увидел, что был сильный рост. После этого цена сделала небольшой такой откат и дальше не идет. На фоне этого можно зайти на продолжение движения с коротким стопом. И, как мне показалось, это довольно-таки хорошая возможность для лонгистов открыть позиции. Поэтому я думал, что вот в этом накоплении лонгисты будут открывать свои позиции в лонг. И на этом мы сделаем какое-то как минимум 1% движения вниз. Поэтому будем ждать результат. Поставим примерно за вот этот минимум свой take profit, чтобы закрываться там, где в теории трейдеры ставят свои стоп-лоссы. И будем ждать.
Мне нравится вот эта монетка. По ней я и открыл свою позицию. Мы видим, что здесь все любые импульсы вверх вкатываются, и роста здесь нету никакого. Продавцы очень сильно доминируют, и как мне кажется, на этом фоне трейдеры будут заходить на продолжение движения вниз и открывать шортовые сделки. На этом фоне я хочу попытаться словить какой-то небольшой импульс вверх, либо же откат, потому что, по моим наблюдениям, большинство трейдеров здесь сидят в шортах. Забирает. Ну ладно, еще одна сделочка закрывается по убытку, да? Ну, скорее всего, да. Неприятно, неприятно. Сегодня пока убыточная торговая сессия. Закроет меня? Потому что осталось там. Все, закрыл. Вот еще одна сделочка. Тут, в принципе, похожая ситуация, как и перед этим я торговал. Также видим мы сильный рост, цена начала снижаться, но движение вниз не продолжается. Поэтому я заходил на том фоне, сейчас даже перезайду, так как мне кажется, что вот это мог быть откат. Все. Захожу я здесь в шорт на фоне того, что мне показалось, что большинство трейдеров сейчас начнут лонговать, потому что подумают, что вот это откат и движение будет вверх продолжаться. Но что-то сегодня у меня торговля не особо идет, поэтому не знаю. Мы сейчас, в принципе, этот график растет. Мы остановились на максимумах и стояли в неком таком треугольнике. С этого треугольника начали выходить вверх, плюс выход не очень-то импульсный, а такой плюс-минус еще плавный. Тем самым у тех, кто хочет словить продолжение движения, есть возможность здесь заходить в сделку. Также в треугольнике, в принципе, примерно обычно заходит 50 на 50, как я понимаю, трейдеров. И так как мы начали выход вверх, большинство сейчас тех, кто не определились, будут заходить на продолжение движения в лонг. На этом фоне я открыл сделку в шорт и поставлю свой take profit вот примерно за какое-то на обновление минимума, чтобы закрыться об лонгистов. Тут, к сожалению, цена пошла против нас. Так что в этой сделке, похоже, я закрысь по стоп-лоссу. Ничего. Смотрим дальше. Смотрите, что я здесь увидел. В принципе, цена очень довольно-таки сильно падает. Мы сейчас резко откатились. И вот здесь, кстати, уже она зеленая начинает формироваться. Вот эта свеча, которая была перед этим, начала становиться красной. Склалось такое впечатление, что мы сейчас можем как минимум начать формировать какой-то откат, либо же быстрое там, продолжение падения, еще что-то. На фоне этого мне показалось, что здесь можно быстро и хорошо зайти в шортовую сделку, поэтому я открыл лонговую позицию. Тут, к сожалению, у меня закрылось по убытку. Так, подведу небольшие итоги. У меня эта торговая сессия закрылась в сильный минус. Я, в принципе, изначально себе поставил лимит на день, но буквально в самом начале я его превысил и начал все же торговать дальше. Но под торговлей особых нарушений не было. Я специально не заходил на большие объемы или там стопы не убирал. Короче, именно торговля прошла довольно-таки нормально. Одно, что вовремя не остановился и, в принципе, провел
наверное, часов 5 или больше, может даже 7 за графиками. Поэтому вот так. Останавливаемся сегодня на 141 и до завтра.